Основатель и гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь провел презентацию дебютной модели автомобильного подразделения компании. Инвестиции в проект составили около 10 миллиардов юаней, и вот спустя 2,5 года готова первая модель – большой премиальный электроседан Xiaomi SU7. Он позиционируется как мощный и экологичный седан C-класса с самым низким в мире коэффициентом лобового сопротивления – 0,195. Выпускать SU7 будут на пекинском заводе автоконцерна BAIC. Xiaomi планирует войти в список лидеров мирового автопрома, а также составить конкуренцию Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo. Модульная платформа, на которой построен Xiaomi SU7 и которую получат будущие автомобили Xiaomi, называется Modena. Ее делают по современной технологии крупноформатного литья или гигалитья. Такой подход позволяет получать элементы силовой структуры в виде крупных отливок, уменьшая количество отдельных деталей и стоимость производства. Литейная установка Xiaomi Hypercasting весит 9100 тонн. По сути, это мини-завод, для которого была создана система контроля качества по 400 параметрам и впервые в истории китайского автопрома специальный сплав Xiaomi Titan. Пока что методом гигалитья производит только заднюю часть пола, которая при традиционном подходе потребовала бы 72 детали и 840 дополнительных сварных швов. Заявлено, что жесткость кузова на кручении достигает 51 тысячу ньютон-метров на градус. Это почти на уровне гиперкара Hennessy Venom F5. Для платформы Modena Xiaomi разработала собственную линейку высокоинтегрированных силовых модулей, в которые входит электромотор, редуктор, инвертор и блок управления. Аккумулятор емкостью 101 кВт-час интегрирован в шасси. Он имеет высоту вместе с полом всего 120 мм и эффективную заполняемость около 77%. В качестве теплоизоляционного материала используется аэрогель. Кроме того, батарея обернута в 17 слоев высоковольтовой изоляции и оборудована системой охлаждения. Также предусмотрен облачный контроль за состоянием ячеек и экстренный сброс электроэнергии при серьезном сбое. Гибкая электрическая архитектура рассчитана на 400 либо 800 вольт. В движение SU7 приводят электромоторы собственной разработки Xiaomi. Всего их будет 3. Первыми в массовое производство пойдут узлы HyperEngine V6 и V6S. Буква S указывает на напряжение 800 вольт. В 2025 году на машины начнут ставить электромоторы с приводом с обмотанным углеволокном ротором, как на Tesla Model S Plaid. Двухмоторный SU7 выдает 673 лошадиные силы и 838 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до сотни занимает 2,78 секунды. До 200 км в час разгон займет 10,67 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 265 км в час. Емкость батареи 101 кВт-час. Запас хода на одной зарядке в зависимости от оснащения 750 или 800 км по циклу CLTC. Версия с электромотором на задней оси выдает всего 299 сил. На разгон до сотни она тратит 5,28 секунды. Максимальная скорость 210 км в час. Емкость батареи составляет 73,6 кВт-часа, а запас хода на одной зарядке может быть 628 либо 668 км по циклу CLTC, в зависимости от оснащения. За 5 минут от быстрой зарядки можно пополнить запас на 220 км, за 10 минут на 390 км, а за 15 минут на 510 км. SU7 имеет адаптивную регулируемую по высоте подвеску, передняя на двойных поперечных рычагах, задняя многорычажная. У дорогих версий стоят мощные дисковые тормоза от Brembo. Над дизайном Xiaomi SU7 работала команда Ли Тяньюаня. Он пришел в Xiaomi из BMW. За дизайн экстерьера отвечал Джеймс Цю, он пришел из Мерседеса, а в качестве консультанта Xiaomi пригласила экс-дизайнера BMW Group Криса Бенгла. Благодаря такому составу дизайнеров седан получил идеальные пропорции. Он имеет рельефный капот, матричную оптику, панорамную крышу, активное антикрыло и объединенные в один блок фонари. Габаритная длина составляет 4997 мм, ширина 1963 мм, высота 1440-1455 мм из-за лидара, колесная база 3000 мм. Объем основного багажника 517 литров. Спереди есть дополнительный багажник на 105 литров. SU7 можно заказать в синем, сером и зеленом цвете. Седан оснащен фарами, в которых используется адаптивная конструкция с 4 линзами и 12-пиксельной матрицей.
Она может интеллектуально регулировать световой поток в зависимости от освещенности, обеспечивая отличный обзор при движении в ночное время. Топ-версии будут иметь лидар над лобовым стеклом, 3 радара, 11 камер, 12 ультразвуковых радаров и 2 вычислительные платформы NVIDIA Drive Orin. Все это нужно для работы электронных ассистентов и автопилота, которые Xiaomi, как и другие китайские автопроизводители, хотят запустить в коммерческую эксплуатацию. Салон новинки оформлен минималистично. По центру передней панели разместили 16,1-дюймовый мультимедийный планшет с операционной системой Xiaomi HyperOS. Под ним находится ряд физических клавиш. Приборный экран имеет диагональ всего 7,1 дюйма, но есть цветная проекция диагональю 56 дюймов. Подрезанный снизу руль оснащен крупными кнопками в духе Porsche. Сиденья обиты кожей Напа, есть динамическая подсветка салона, а также аудиосистема с 25 динамиками и поддержкой пространственного звучания. Цветовых схем оформления интерьера 3 – серая, красная и черная. Управлять медиа-возможностями будет процессор Qualcomm 8295 и новейшая операционная система Xiaomi, которая превратится в полноценную экосистему для всех устройств Xiaomi. Она обеспечит бесшовную интеграцию гаджетов в медиапространство электромобиля, что позволит использовать, например, носимые планшеты как экраны для задних пассажиров. Xiaomi планирует в течение ближайших 15-20 лет войти в пятерку крупнейших мировых автопроизводителей. Демонстрационные экземпляры Xiaomi SU7 появятся в шоурумах в первом квартале 2024 года. Цены пока не называются, но ожидается, что в Китае машина будет стоить от 190 до 300 тысяч юаней. Это примерно 2 миллиона 400-3 миллиона 800 тысяч рублей. Друзья, как вы считаете, первый автомобиль от Xiaomi будет топ за свои деньги? И как вы думаете, получится ли у компании сделать себе имя в автомобильной промышленности? Пишите свое мнение в комментариях. А если вы интересуетесь автомобилями, то заглядывайте в наш телеграм-канал, где каждый день выходят актуальные автомобильные новости. Ссылка будет в описании под видео и закрепленном комментарии. Переходите и подписывайтесь, чтобы первым быть в курсе последних событий автоиндустрии.